Всем привет! Город Богуслав, находящийся в 120 километрах от Киева, сейчас называют «маленькой Швейцарией». Этот город хранит о себе исторические воспоминания целых столетий. Он был основан в 1032 году князем Ярославом Мудрым. Сейчас Богуслав является образцом как старинной архитектуры, так и живописной местности. Считается, что свое название город получил от фразы князя Ярослава Мудрого «Богу слава», после того, как княжеской дружине получилось отбить набег кочевников. Тогда и построили город-крепость в устье реки и назвали его Богуславлем. Годом основания Богуслава считается 1032 год, когда город впервые упоминается в Ипатьевской летописи. А в 1195 году Богуслав встречается уже в официальных документах. За всю историю город входит в состав Литовского княжества Речи Посполитой Российской империи. Особенно ярким в истории Богуслава стал период Хмельниччины. Богуславский замок стал резиденцией Богдана Хмельницкого. Позже город был центром казачества правобережной Украины. Здесь размещался Богуславский полк. Также население Богуславщины принимало активное участие в гайдамацком движении. Богуслав – это город с богатой историей, интересными достопримечательностями, а также прекрасной природой. Город расположился на берегах реки Рось, в которой можно удить рыбу. Говорят, именно с этого города и началась Русь. В 1240 году Богуслав вдребезги разрушили монголо-татары. Возродился он в XIV веке уже в составе Литвы. В 1589 году польский король отдал город в собственность Янушу Острожскому. Князь укрепил замок, а жителей города наделил значительными привилегиями. В 1620 году город получил магдебургское право. Примерно тогда уже в городе сформировался казацкий полк с переменным успехом, существовавший до 1712 года. Богуслав был на ведущих ролях во время всех казацких и гайдамацких восстаний. Но современникам Богуслав более известен своей легендарной уроженкой, героиней народных дум Марусей Богуславкой. Во время одного из татарских набегов она попала в плен и оказалась в гареме турецкого султана. Каким-то образом Маруся раздобыла ключи от тюрьмы и выпустила на волю несколько сотен казаков-невольников. Сейчас в центре города, на берегу реки Рось, стоит памятник Богуславке. С 1774 года город был в собственности Станислава Понятовского, но через 11 лет его выкупил Ксаверий Браницкий. А в 1796 году Богуслав получил статус уездного города, которым оставался до 1846 года. В XIX веке Богуслав посетили многие известные люди, среди них Пушкин и Гоголь. Уроженцем Богуслава был художник Иван Сашенко, а его друг Тарас Шевченко неоднократно бывал в городе. Здесь также работал Иван Нечуй-Левицкий, который, кстати, здесь же и учился. В Богуславе работал Соломон Рабинович Шалом Алейхем. В этом городе жила и Марка Вовчок. Сейчас Богуслав – районный центр с 16-тысячным населением. Расположен в удивительно живописной долине, прорезан росью с гигантским массивом гранитов. По склонам реки разбросаны огромные каменные глыбы. Некоторые микрорайоны Богуслава напоминают горное поселение, а парк, разбитый на каменистом острове, образованном старым и современным руслами реки Рось,
можно считать одним из красивейших провинциальных парков отдыха в Украине. В Богуславе сохранилось немало старинных жилых и административных зданий, большинство из которых построили в 19-м начале 20 веков. Но самым интересным среди них является дом, построенный в начале 18 века. Это редкое для центральной Украины здание – каменица. Сначала постройка выполняла жилищно-фортификационные функции, а во второй половине 19 века здесь размещалась еврейская религиозная школа. В послереволюционные годы каменица была клубом для глухонемых, в годы немецкой оккупации управлением гестапо, а после войны здесь организовали музей комсомольской славы. Уже в 21 веке это симпатичное здание реставрировали, сейчас в нем музей народных промыслов. Главной достопримечательностью Богуслава является эффектная соборная Свято-Троицкая церковь. Построили ее в 1862 году на месте старой деревянной церкви. Здание возведено в нетипичном для украинских православных храмов стиле. Это круглая в плане, окруженная колоннадой, большая ротонда с пристроенной колокольней. Парадный фасад церкви, четырехколонный портик Тосканского ордера. Церковь видна издалека, ведь расположена она на холме над долиной реки Рось. Самое красивое место на берегах Роси в Богуславе – это так называемая яма – Богуславский каньон. Гранитные глыбы достигают высоты 10-12 метров, а их возраст более 2 миллиардов лет. Возле скал река образует живописные пороги и необычной формы валуны. Есть в городе еще одна культовая достопримечательность – Свято-Николаевский мужской монастырь. Обитель была основана еще в XVI веке и долгое время оставалась главным центром православия в крае. В XVII веке поляки сделали монастырь греко-католическим, но после восстания гайдамаков в 1768 году он вновь стал православным. В XIX веке при монастыре действовало духовное училище, а в 1853 году на территории обители построили величественный Успенский собор с высокой колокольней. Это сооружение не сохранилось. Во время Второй мировой войны оно было сильно повреждено, а в 1948-1950 годах его вообще разобрали. Монастырь функционировал до 1929 года, затем его закрыли, а кельи обустроили под хозяйственные нужды. Восстановили обитель только в 1993 году. Если пройти по территории монастыря, можно выйти на смотровую площадку у раскидистого дерева, откуда открывается чудесный вид на Богуслав.
А недалеко от монастыря есть живописное место озеро с купелью и источник Святого Николая. В Богуславе находится единственный в Украине музей писательницы Марка Вовчок. Писательница прожила на Богуславщине 8 лет. В город она приехала с мужем, которого назначили сюда лесничим. В половине дома, в котором жила Мария Велинская, она же Марка Вовчок, открыт музей. В экспозиции оригинальные вещи писательницы, вышивка, письма. В Богуславе есть множество памятников, к примеру, Тарасу Шевченко, Ярославу Мудрому, ранее упомянутой Марусе Богуславке и другим. Бывший дом купца Покраса перед вами, а ныне городской совет. Выглядит как новое творение эпохи неоренессанса. Здание названо в честь купца, который проживал на территории города в XIX веке. Богуслав – красивый город со своей историей и особой атмосферой. Тут свободно дышится и хочется бесконечно наслаждаться причудливыми изгибами живописной реки Рось. Подписывайтесь на канал Моторный Лайф и путешествуйте вместе с нами. До новых встреч!